Рад вас приветствовать, мои дорогие друзья. Вот и настало время для второй части гайда по Баннер Саге. Я решил, что не буду делать еще и третью часть, так как информации и нововведений в обоих частях серии не то чтобы много. Поэтому я объединю весь этот пласт информации в едином видео, и гайд получится действительно подробным, но кратким. Здесь мы поговорим лишь о новых механиках и элементах прокачки в новых частях. Касаться уже проговоренной информации из первой части я не буду, ведь сам базис игры никак не изменился. Так что если вы еще не смотрели первую часть гайда по боевой системе, то обязательно посмотрите его. Он будет в подсказках. Сначала поговорим про систему талантов, введенную во второй части The Banner Saga, а затем про систему титулов, введенную уже в третьей части серии. Все тайм-коды указаны в описании. Приятного просмотра! Какие таланты выбрать? Какие таланты самые полезные? Кому выбрать тот или иной талант? На все эти вопросы я отвечу в данном разделе. Сперва стоит поговорить, что же представляют из себя эти самые таланты. Это пассивное усиление для вашего персонажа. Они открываются, как только показатель какой-либо из характеристик достигает максимума. При нажатии на плюсик открывается новый диалог, который позволяет вам выбрать между двумя талантами, связанными с этой характеристикой. Только один из этих двух талантов может быть выбран для героя. И однажды заблокированный талант не может быть заменен, так что выбирайте с умом. Каждый из талантов имеет до 6 рангов развития. При этом прокачать мы можем лишь с 1 по 3 ранг. С 4 по 6 ранги поднимаются за счет артефактов. Теперь кратко пройдемся по талантам. Таланты брони. Оборона. Дает 20% шанс отразить урон броне. Затянуть ремни. Позволяет восстанавливать 1 единицу брони на начало хода персонажа. Таланты силы. Здоровяк. Аналогичен таланту оборона, только теперь уже отражает урон по силе. Удар по артерии. Повышает шанс нанесения критического удара. Таланты силы воли. Неукротимый. Повышает вероятность избежать смертельного удара. Упрямец. Восстанавливает очки силы воли на начало хода персонажа. Таланты напряжения. Уклонение. Очень похоже на талант здоровяк, но здесь он не отражает урон по силе, а полностью его избегает за счет уклонения. Удачный выстрел. Здесь присутствует ошибка перевода, он не повышает вероятность критического удара и не повышает вероятность дополнительного удара. На самом деле этот талант повышает шансы на попадение по персонажу. Помните, что существует штраф на нанесение силового урона по персонажу, если его броня превышает силу атакующего. Так вот, этот талант компенсирует этот штраф. По сути является самым бесполезным талантом в игре. Не тратьте на него свои очки прокачки. Таланты пробивания. Уловка. Повышает вероятность вызвать способность пробой. Этот талант тоже требует дополнительного пояснения. Способность пробой — это пассивная способность тех лучников, которая дает надбавку к силе персонажа для атаки за каждые 2 единицы отсутствующей брони у противника, если сам персонаж в этот ход оставался неподвижен. По понятным причинам не стоит брать этот талант для лучников. В теории этот талант является очень хорошим дополнением для убийц, который позволяет наносить им дополнительный урон по силе, но в то же время он является очень ситуативным из-за условий оставаться неподвижным. Уклонение. Полностью повторяет название аналогичного таланта из ветки напряжения. С оригинала лучше было бы перевести как «отвод», и судя по описанию таланта, это название лучше подходит. Так вот, этот талант, как и его брат из ветки напряжения, тоже позволяет полностью нивелировать входящий урон, но только уже по броне. С описанием талантов покончено. Теперь стоит поговорить, кому какие таланты прокачивать. Персонажей во второй части серии стало намного больше. Не вижу смысла проходиться по каждому из них отдельно. Применим классификацию из прошлой части видео, а именно деление всех на разрушителей, убийц и универсалов, а также маги, коих по-прежнему очень мало. Если вы не знаете, кто все эти пафосные ребята с такими грозными именами, как убийцы и разрушители, то еще раз попрошу посмотреть первую часть гайда. Вернемся к теме прокачки. Начнем с разрушителей. Для поддержания их особенной роли на поле боя стоит обратиться к таким талантам, как оборона из ветки брони и уклонение из ветки пробоя. Эти два таланта значительно повысят выживаемость данных ребят, ведь зачастую они также являются и танками. Если у вас остались неиспользованные очки прокачки, то можете взять еще удар по артерии из ветки силы, упрямца из ветки воли и уклонение из ветки напряжения. Для убийц стоит повышать и без того их сокрушительный урон. В первую очередь берем удар по артерии, затем уловку или уклонение из ветки пробивания. В зависимости от того, что вам нужно, повышенный урон или больше жизней. Напоследок можете взять талант оборона или упрямца. Для универсалов все не так однозначно, ведь их можно подогнать под конкретные нужды и уже исходя из этого брать таланты. Но если вы все-таки не знаете, что им брать, то советую взять удар по артерии, как самый полезный талант в принципе, потом уловку, которая повысит их урон, упрямца, для повышения количества воли, ведь обычно универсалы играют именно через свои способности. Теперь настал черед магов. Тут все просто, сперва надо взять упрямца, чтобы повысить количество воли, а все остальные таланты берем на выживаемость, то есть талант оборона, оба таланта уклонения и здоровяка.
Настал черед поговорить о титулах. Новые механики, введенные уже в третьей части The Banner Saga. Опять же разберем, что же это такое. Героические титулы — это перки, изменяющие статы и таланты на постоянной основе. Каждому из героев по достижению 11 уровня можно назначить один титул. Для остальных этот титул будет закрыт, так что нужно внимательно следить, кому и что ты даешь. Титулы требуют много славы за свое улучшение, поэтому имеет смысл давать их только своим основным персонажам. Всего титулов 16. Любой из героических титулов имеет 5 разблокируемых уровней. Каждый новый уровень увеличивает эффект титула и стоит дороже. Стоимость. Первый уровень стоит 0 очков славы, второй уровень 5 очков славы, третий 10, четвертый и пятый по 15. Суммарно для максимального уровня титула необходимо 45 очков славы и 11 уровень персонажа. Сейчас я расскажу про каждый титул в отдельности и кому его стоит брать. Брошенный. С этим титулом нужно играть очень осторожно и следить за позиционированием, но бонусы дает неплохие. Для первой команды его брать не стоит, так как там обычно предстоит драться на узких локациях, где бонус не будет действовать. Волк. Идеальный титул для убийц, повышает их мобильность и урон, а также понижает агрессию. Глупец. Очень хороший титул для убийц, особенно за счет прироста к шансу крита. Отнимаемая единица брони слишком маленькая цена за такие бонусы. Правда, сам титул сподвигает игрока бросать персонажа в окружении врагов, чтобы подействовал шанс на крит. Поэтому стоит брать персонажа с высокими показателями брони и соответствующими талантами, а также со способностью вихрь. Гора. Отличный титул для основных персонажей, который повышает как выживаемость, так и урон. Можете брать кому угодно, но желательно дать предпочтение танкам. Давший обет. Титул для магов. Он повышает им волю и восстанавливает ее в ходе сражения. Исключением является Олет. С помощью этого титула и дополнительного шанса на крит ее способность наблюдения становится самой мощной в игре в принципе. Дающий надежду. Хороший титул для саппортов, который постоянно маячит рядом с союзниками и повышает их статы. К примеру, персонаж класса Барда. Кровопускатель. Этот титул подходит для универсалов, которые бьют слабо, но за счет титула будет навешивать очень неприятный дебаф. Недвижимый. Очень похож на титул Гора. Взять его можно также кому угодно, но предпочтение можно отдать для танков. Несгибаемый. Весьма интересный титул. Его можно дать для тех, чью выживаемость вы хотите сильно поднять. Перерожденный. Максимально ситуативный титул. Хорошо бы, чтобы ваши персонажи вообще не падали в нокаут. Лучше поднять им статы, чем брать этот титул. Посланник смерти. Этот титул стоит брать исключительно под персонажей с навыками метания топоров и дробилка. С ними этот титул играет новыми красками. Последний герой. Не стоит брать этот титул. Если дошло до режима побоища и ваш герой остался один, то ему уже вряд ли что-то поможет. Убийцы чудовищ. Стоит брать для финишеров. С каждым новым убийством они будут становиться лишь сильнее и опаснее. Шепотом. Очень интересный титул. Его стоит брать для персонажей со способностью легкая поступь, чтобы повысить и без того большую мобильность. Такими персонажами можно сходить в тыл врага и нейтрализовывать самых опасных противников, к примеру, магов. Это были все основные титулы в стандартной версии игры. Есть еще два, которые даются за предзаказ игры и за покупку DLC, про которые также стоит кратко упомянуть. Щитокол. Идеальный титул для разрушителей, больше по нему нечего сказать. Ходящий во тьме. Нужный титул, если вы хотите повысить мобильность для персонажей. В целом есть и более полезные титулы. Теперь тему титулов можно считать закрытой. Какие титулы брать зависит только от вас. Они все по-своему хороши, если найти им правильное применение. Я рассказал вам все, что хотел, и надеюсь, мое видео смогло вам чем-то помочь. Небольшую серию роликов по боевой системе The Banner Saga можно считать завершенной. Напоследок я сниму еще одно короткое видео, посвященное этой игре, и думаю, с этим можно закончить. Мира и покоя вам!